на мой взгляд, приехал, потому что в последние 3 месяца мы видим череду просто ближневосточных лидеров, которые почему-то страстно возжелали посетить Москву и побеседовать с президентом Путиным, провести здесь определенные переговоры. Американской администрации необходимо было на это реагировать. Приезд Керри в Москву, любая администрация, чей срок заканчивается, она озабочена в основе своей 2 проблемами. Первое – это как она войдет в историю, и Обама уже в интервью журналу «Атлантик» попытался создать этот имидж. И второе – это то, что она ставит своим преемником. Вот, на мой взгляд, позитивной повесткой дня в российско-американских отношениях на ближайшую перспективу пока не просматривается. Дело в том, что для того, чтобы она просматривалась, Соединенные Штаты должны изменить свой подход к борьбе с терроризмом. Сейчас они борются с терроризмом, решая свои геополитические задачи. Они просто борются с терроризмом. Да, действительно, Россия в последнее время, особенно в Сирии, сделала очень много. На мой взгляд, что поражает западников, это то, что Россия стала поступать так, как поступал в свое время Запад. Нанесли удар, объявили о победе и ушли. А что там происходит дальше, это особо Запад не волновало. Сейчас Соединенные Штаты сыграли, можно так сказать, по российским правилам. Они остались в Афганистане, и теперь на их плечах лежит необходимость восстановления страны. Они остались в Ираке, и это тоже забота американцев. Российские ВКС сделали то, что от них требовалось. От них требовалось поддержать режим Асада, для того, чтобы у нас не возникла еще одна ситуация, похожая на Ливию. И, во-вторых, заставить всех сирийские стороны сесть за стол переговоров. И то, и другое, в общем-то, успешно исполнилось. С точки зрения военной, я уже об этом неоднократно говорил, с конца месяца, в начале апреля, будут полевые бури, песчаные бури, присутствие там ВКС особенно не нужно. И более того, можно действовать с российской территории. Более того, как сейчас пишут военные аналитики западные, Россия заняла очень выгодную точку, которая позволяет для самолетов нести основную бомбовую нагрузку и решать эти проблемы гораздо эффективнее, чем это делает Запад. Но приезд Керри, с точки зрения будущего администрации, мне так кажется, одна из главных проблем, наверное, на этих переговорах касалась того, что Керри говорил, для администрации Обамы Сирия – это Асад. Вот если удастся устранить Асада, под каким-либо предлогом, то, в принципе, администрация Обамы тем самым решает сирийский вопрос. По Украине, если бы Керри удалось добиться высылки или обмена Савченко, то это было бы для администрации завершением украинского вопроса, который, в принципе, ближайшего решения не имеет, поскольку не изменилась позиция Запада в отношении Крыма и в отношении повстанцев на юго-востоке Украины. Поэтому, как таковой, что-то позитивного Керри не мог привести. Другой вопрос, насколько это играет на будущую администрацию. Здесь более сложная проблема. Мне так пока думается, что если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то, скорее всего, президентом у нас была бы Хиллари Клинтон. Но до того времени, до ноября, эта ситуация может серьезно измениться. Клинтон, как известно, уже обозначила свои позиции по России. И достаточно серьезно. Она, безусловно, их будет корректировать. Невозможно, придя в Белый дом, их не корректировать. Но то, что отношения будут жесткими, это, на мой взгляд, очевидно. По крайней мере, до 2018 года ничего такого крупного сдвига, какого-либо такого тектонического сдвига в российско-американских отношениях не произойдет, поскольку Соединенные Штаты все еще рассчитывают на то, что им удастся изменить, по крайней мере, если не режим, то, по крайней мере, поведение, политику этого режима в обозримой перспективе, то есть до 2018 года.